Добрый день! С вами Лидия, канал «Женские руки в деревне». Сегодня я хочу поделиться с вами, как сделала вазу для цветов из обычной 3-литровой банки. Я хотела сделать именно прозрачную вазу, поэтому возникла такая идея. Так я взяла обычную 3-литровую банку и вот такую маленькую гладкую тарелочку. Она примерно вот под дно подходит. Дальше я отрезала кусок обычной пищевой пленки и покрыла. Получается вот такая конструкция. Разорвала газету на небольшие кусочки и приклеила клеем ПВА к поверхности банки. У меня получилось примерно 5-6 слоев газеты. Высота обклеиваемой поверхности примерно 9 сантиметров. Оставила на просушку примерно на сутки. При помощи канцелярского ножа снимаем заготовку. Аккуратно выравниваем край. Так как у наших банок горлышки одного размера, я взяла банку поменьше и по ней попыталась нарисовать место отверстия в заготовке. Признаюсь честно, не с первого раза удалось попасть в центр. Пришлось сделать замеры и расчеты. Горловина банки 8 сантиметров. Я отложила из примерного центра заготовки по 4 сантиметра в каждую сторону и только тогда смогла нарисовать окружность практически точно. Подготавливаю будущую вазу к покраске, чтобы внутри было тоже красиво. С помощью малярного скотча и газеты закрыла низ банки. Обезжирила поверхность жидкостью для снятия лака и покрасила банку. Я использовала золотую краску в полуночке. Не удержалась и убрала защитную газету. Потом поняла, что я это сделала напрасно. Так что если будете делать такую вазу, газету не убирайте. Я сделала валик из газеты и подложила под свисающие бортики заготовки. Далее я развела гипсовую шпатлевку в соотношении примерно 1,5-2 к 1 водой и зашпаклевала накладку с помощью резинового шпателя. Вначале масса не очень густая, но по прошествии нескольких минут она начинает застывать. Тогда уже можно выравнивать поверхность. Мне так было удобнее. Оставляем нашу заготовку для просушки и наносим второй слой. Он уже более тонкий. Меня смущала пустота между банкой и накладкой. Я решила добавить туда газету, пропитанную клеем ПВА. Я взяла новую банку. Мне было жаль испачкать покрашиваю, но в процессе работы я все же перенесла клеевую газету на будущую вазу. Зашкуриваем подсохшую заготовку. Приклеиваем заготовку к банке горячим клеем. При помощи резинового шпателя выравниваем края заготовки. Зашкуриваем заготовку и покрываем белой акриловой краской на 2 слоя. Обязательно хорошо просушить краску. Иду покрывать золотом. Вот наконец краска высохла. Можно оставить вазу и так. Но тут я вспомнила, что получила посылку с Алиэкспресс. Среди прочего была сетка с имитацией страз. Моя фантазия любезно предложила с десяток вариантов. Попробовала несколько. До сих пор не могу решить, какая ваза мне нравится больше. Остановилась на варианте с небольшой полосой. Она немного закрывает чистое стекло, но в то же время дает обзор красивым штучкам, которые можно положить на дно вазы. А вам какой вариант больше понравился? Большое спасибо за просмотр. Я от всей души желаю вам крепкого здоровья. Пока-пока.